Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске ремонтируем очередной ударник. Это телефон Xiaomi Redmi 5A, он не включается. Сегодня попытаемся его реанимировать. Из того, что мне известно со слов клиента, данный телефон довольно часто роняли. Это уже второй дисплей, который на нем меняют. И после последнего падения экран на нем поменяли, но он также не включается. Будем бороться сегодня с этим. По поведению телефон в абсолютном ступоре. На кнопку включения никакой реакции нету. При подключении к компьютеру тоже звуков определения никаких нету. При подключении к зарядному устройству, сейчас я покажу, потребление в районе 80 мА. Также хотелось бы отметить, что аккумулятор здесь тоже заряженный, но лучше от этого, ребят, не становится. Потребление абсолютно такое же. Для дальнейшей диагностики здесь необходимо будет разбирать сам аппарат. Сейчас мы вскроем заднюю крышку, попробуем с помощью нагрева определить виновника. Ну, скорее всего, здесь необходимо будет реболить процессор, либо память, а возможно и то, и то. В общем, сейчас разбираем, а там дальше уже будем разбираться, как действовать нам дальше. Вот и все, друзья. Телефон разобран, материнская плата находится перед вами. Следующим этапом постараемся сейчас сделать дефектовку с помощью прогрева. Нагреем немного процессора, а также нашу eMMC и посмотрим, что получится. Минимальный поток воздуха 280 градусов. Переходим за нашу паяльную станцию. Этого достаточно. Пока плата не остыла, устанавливаем ее обратно в телефон для проверки. Подсоединяем зарядное устройство. И как видим, ребят, никого нету. Следующим нашим шагом попробуем сейчас с помощью тестпоинта подсоединиться к компьютеру. Посмотрим, увидится ли наш процессор. Отсоединяем аккумулятор. Открываем диспетчер устройств. Зажимаем тестпоинт. И подсоединяем к компьютеру. Есть звук определения. Вкладка порты. Как видим, процессор наш видится. Это уже хороший знак. Попробуем сейчас вместе с вами прочитать данный телефон с помощью UFI донгла. Выбираем бренд Xiaomi. Модель Redmi 5A Riva. И пробуем читать наш телефон. Процессор определился, прочитался, все отлично. Вот на чтении памяти как раз таки есть у нас косяк. Все повисло и дальше никуда не движется. Думаю, что основная проблема все-таки, наверное, с отвалом памяти. Сейчас мы ее снимем, попробуем прочитать с помощью Medusa Pro. Если все прекрасно читается, отреболим ее обратно и поставим в телефон и посмотрим, что получится. Переходим за наш паяльный столик.
Так, ребят, прошу обратить внимание, есть у нас следы от вала, есть у нас даже один пятак здесь оторвался. Устанавливаем ЕМЦ в колодку. Выставляем напряжение 2,8. Этого будет достаточно, все остальное оставляем по умолчанию. Для коннекта этого будет достаточно. Нажимаем Connect. Как видим, все прекрасно читается. Ожидаем окончания. Теперь разберемся в логе. Разделы видятся, это отлично. Модель нашу определила. Конфигурация правильная. Объем правильный. Имя видится правильно. Ну что, ребят, как видим, все прекрасно читается. Никаких проблем вроде бы нету. Сейчас не будем тянуть кота за сами знаете что. Переходим за наш паяльный столик, реболим, обратно сажаем микросхему и посмотрим, что получится.
Немного пошатаем саму ЕММЦ. Вот и все, ребята, ЕММЦ мы с вами запаяли. Сейчас дадим немного времени нашей плате остыть, ну и будем пробовать проверять. Устанавливаем плату обратно в телефон. И пробуем, подсоединяем зарядное устройство. И как видим, ребят, появились признаки жизни. Посмотрим, нарисует ли нам аппарат батарейку. Ну что, ребят, телефон подает признаки жизни, нарисовал нам батарейку. Следующим нашим этапом попробовать законнектиться для частоты эксперимента с помощью фидонгла через TestPoint. Зажимаем TestPoint, подсоединяем телефон к компьютеру. Есть звук определения. Как и в прошлый раз, выбираем все то же самое. Пробуем, делаем Connect. И как видим, ребят, в этот раз все прекрасно прочиталось. А видится наша память, видится наша модель, все отлично. В этот раз все хорошо. Значит, проблема основная была с отвалом ЕММЦ. После перекатки все прекрасно видится и работает. Переходим к этапу обратной сборки. Вы позвонили в службу 112. Вот и все, друзья, на этом выпуск подходит к концу. Телефон мы с вами починили, сейчас он прекрасно работает. Основная проблема оказалась в отвале ЕММЦ. После ее перекатки все прекрасно завелось. В предыдущем выпуске мы сталкивались с аналогичной проблемой, только там нам пришлось восстанавливать пятаки, чтобы оживить телефон. Но в данном случае все обошлось малой кровью. Кто не видел предыдущий выпуск, может посмотреть. Но я с вами, ребят, прощаюсь и до новых встреч.